Приветствую вас на канале Твой Конфиг, меня зовут Евгений. В общем-то, времена сейчас в плане компьютеров, покупки там чего-то, не говоря уж об игровых, пошли достаточно тяжелые. Но есть всегда решение, можно купить за относительно бюджетные деньги, бюджетный конфиг. Вот хочу вам представить комп на сборочке 2020 года, бюджетненький, это можно сказать был топ за свои деньги. Это что мы имеем? Бюджетную материнку, которая в 2020 году стоила 3500 рублей, 9-е поколение, 1151V2. Это у нас чипсет H310, мать такая ультрабюджетная, максимум что сюда можно поставить, это какой-нибудь i5 9400F. Соответственно, здесь у меня будет стоять 9100F, это 4 ядра, 4 потока, кэш 3 6 мегабайт. К этому всему мы берем вот такую видеокарту. Это у нас GeForce GTX 1060, 3-гигабайтная версия. Вот Asus такая беленькая, возможно многие из вас ее видели и думали ее купить, когда она стоила в районе 12 тысяч рублей, и естественно не покупали, потому что 3 гигов видеопамяти мало якобы в игрушки играть, да? Но время повернулось вспять, и такие видеокарточки сейчас стоят в районе 24-26 тысяч за бэушную, если найдете в хорошем состоянии, не мученую. Поддерживает она DirectX 12, и в целом-то все вроде как и ничего, за исключением 3 гигов. Но это мы с вами все в тестах увидим, как она себя ведет в паре с i3 9100F, это АК i7 4-го поколения. В общем-то, погнали смотреть тесты. Итак, первый тест у нас CPU Z. Что мы видим? Процессор i3 9100F, Coffee Lake, технология 14 наномикрон, энергопотребление 65 Вт, бла-бла-бла, 6 мегабайт кэш 3 уровня, 4 ядра, 4 потока. Материнская плата у нас на 310 чипсете, PCI Express 3.0. Тоже как бы ничего интересного нет. Оперативки у нас 16 гигабайт DDR4, двухканальный режим. Графика у нас GeForce GTX 1060, 3-гигабайтная версия на DDR5, 192 бит шина. Энергопотребление 120 Вт. А тест процессора нам набрал в мультипотоке 1891 балл, а в однопотоке 478 баллов, что как бы мало. Давайте же перейдем к AIDE 64. AIDE 64 у меня реальная версия, я не стал заморачиваться, искать какой-то взлом и прочее, да вообще пиратство это не очень хорошо. В общем, что она у нас показывает? Память на чтение 33800 мегабайт в секунду, латентность 62, ну и кэш 3 уровня 191 гигабит в секунду. Оверклокет процессора в данном случае 13% всего. Планки разные памяти, я не стал заморачиваться с подбором таймингов, это все долго и такого желания нет. Вот показываю все вот как есть. То есть вы тыкнули, какие у вас были планки, поставили, и оно работает. Ну, погнали к следующему тесту. А следующий тест у нас Cinebench R23, это самая последняя версия. Более старые версии смысла тестировать я абсолютно никакого не вижу, потому что мы живем сейчас, в 2022 году, февраль месяц, и в мультипотоке он у нас занял 10 место и набрал 4100 баллов, опережая при этом i7 4850 и i7 1165. Ну а теперь перейдем к игровому тесту. Это Tomb Raider. Насколько я помню, по-моему, 2008 год. Ну, как бы, должно пойти неплохо. Настройки графики у нас пользовательские, качество текстур высокое, очень высокое. Короче, тут все высокое. Итак, результаты теста. Ну и что же нам показывает FPS монитор? А FPS монитор нам показывает 60 кадров. Видеокарта нагружена под 80 с лишним процентов. Процессор прыгает. В целом играть можно. Следующий тест у нас Genshin Impact. Настройки графики Genshin Impact вы видите, все на высокое, все включено, Full HD. Ну и что мы в результате видим? 50-60 кадров у нас есть стабильных. Сожрало 5 гигов оперативной памяти. Игрушка очень красивая. Видеокарта грузится на 70%.
проц особо не загружен. Ну, как бы играбельно, сами понимаете, да? За стоимость комплектующих этого системного блока очень даже можно играть. Следующий тест — это у нас PUBG. Теперь он стал бесплатный, и все, кому не лень, могут в него играть. Давайте же посмотрим настройки графики. Здесь у нас стоит Full HD, без ограничений, ультра. Это на ультра это даже, наверное, слишком круто. Можно даже вот так поставим. Ну, листва нам нахрен не нужна, по сути. DirectX 11 применить. Ну и самый важный момент — это момент приземления в PUBG. Так, он больше всего нагружает что процессор, что видеокарту, потому что прорисовывать надо достаточно много объектов. Ну и что мы видим? 100 кадров у нас есть. Процессор у нас долбится в соточку, видеокарта нагружена в соточку, FPS у нас соточка. Более чем играбельно. Сейчас давайте какую-нибудь перестрелочку замутим. Сейчас я... Ну, напарника моего уже завалили. Видимо, это быстрый игрок. Ну, с PUBG все понятно, что играть можно все очень даже цельненько. Переходим к следующему. Итак, Call of Duty Warzone. Дополнение Pacific или обновление, можно его так назвать. Параметры графики. Тра-та-та-та-та. Частота обновления экрана 60. Разрешение 1920 на 1080 без ограничений. Как вы видите, видеопамяти он показывает мало, значит он будет ее поджирать с оперативной памяти. С оперативной памяти, как мы видим, он уже сожрал 8,6 гигабайт из 16. В общем-то, go играть. Короче, это обновление такое очень нагружено, намного больше жрет. Если вы думаете, что 8 гигов оперативной памяти при нынешних реалиях достаточно, чтобы играть, то я вам хочу сказать, что колда жрет вон 12,5 гигов оперативки сожрал. 60 кадров в секунду, видеопамяти 2,7 гигабайт. До этого Warzone на этом же конфи 80 кадров выдавала. А теперь 50-60 выдает. Вот, короче, вам и оптимизация. Конечно, тут столько всего стало, растений, травы, всякой цветочков. И как бы, ну, красиво все это выглядит, уже такие тропики. Ну, суть в том, что, в принципе, играть можно. Очень даже можно. 60 кадров есть, уже хорошо. Вот, когда меньше 60 кадров, это уже нехорошо. Ну, под 80 бывает периодически. Вон, чувачок. Ну чё ты слышишь-то? Ну нету тут никого. Я так 100 раз сделал. Убежали. Ну, проц, короче, в сотку долбится. Процу, конечно, тяжко. Процу тяжко. Итак, посмотрели все тесты, игровые в том числе. Тащит 9100F 4 ядра, 4 потока. Тащит 1063 на 3 гига. Тащит. Уверенные 60 кадров во всех играх. Уверенные. Direct 12 поддерживает? Поддерживает. Подводя итог, что я могу сказать? В принципе, с нуля, наверное, такой компьютер собирать уже смысла абсолютно никакого нет, за исключением видеокарты. Ну, 9100F точно брать смысла нет. Лучше брать, конечно, 12-го поколения i3, там уже 4 ядра, 8 потоков, он уже поинтереснее работает на сокете 1700, но, к сожалению, там вот пока бюджетных материнских плат, к сожалению, нет. Поэтому лучше собирать на сокете 1200, там бюджетные материнки есть. И достаточно неплохо все это дело будет тащить в связке с той же 1063 или 1066. Лучше, конечно, чтобы было у вас 1070 или 1660 Super или 1660 Ti. В общем-то, работает, тащит, играть можно. Если вам надо для работы исключительно, то более чем этого компа вам хватит и для учебы. Как бы тут думайте сами, решайте сами. Я, например, лично вообще перешел на серверные процессоры Xeon, материнская плата Huanan же, 8 ядер, там 16 потоков, и там у них все, это все можно купить за те же деньги, только КПД будет намного больше. По поводу видеокарты, ну что ж, копите, берите в кредиты, я не знаю, как сейчас купить видеокарту, особенно вот хочется какой-нибудь RTX 3070. Смотришь на ценник, 100 тысяч.
Смотришь на бушную 65 тысяч и думаешь, нахрен она нужна? Лучше куплю я себе консоль за 5000 рублей на год, какой-нибудь этот Game Pass взять, лив, и рубиться возле большого телека, сидя на диване и вообще не забивая себе голову. Как-то вот так. Всем, кто досмотрел до конца, респект и уважуха. Всем спасибо. Не забывайте ставить лайки, дизлайки. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу видеокарты 1060 3-гигабайтная версия, а также 9100F в 2022 году. Было бы интересно почитать, поделиться своим мнением на то, что вы скажете. Ну и, собственно, с вами был твой конфиг. Меня зовут Евгений. Всем пока.